Всем привет, садоводы и огородники! Сегодня я вам хочу показать, как и когда я выкапываю свои гладиолусы. Ровно 30 дней назад я срезал на своих гладиолусах цветоносы, и теперь мне пора их выкапывать. Как видите, они у меня еще стоят зеленые. В принципе, их можно было подержать еще немножко, но у меня скоро придут заморозки. По науке луковицы выкапывают в зависимости от сорта спустя 30-50 дней. Как растение отцветет, я вам об этом уже говорил. Но существуют ранние сорта, их убирают в первую очередь, поздние в последнюю. Поэтому, когда вы покупаете гладиолусы, обязательно изучите их сроки вегетации. Когда выкапываем лопату, стараемся втыкать как можно подальше от луковиц, чтобы их не повредить. И вот таким вот способом вытаскиваем луковицы гладиолусов. Отряхаем по возможности с них землю. Давайте я вам сейчас все это покажу как можно ближе, чтобы вы все внимательно рассмотрели. Как видите, здесь уже есть даже и детки. И вот сразу отвечаю на те вопросы, которые мне задавали под старым видео, когда я выкапывал гладиолусы. Старую луковицу вы уже никак не посадите. Как видите, на старые луковицы нарастают новые молодые луковицы гладиолусов. Поэтому старые луковицы вы никак уже не посадите, только на следующий год новые. Отделять старую луковицу нужно очень осторожно, чтобы не повредить донца молодой луковицы гладиолуса. Делать иногда это приходится тяжело, а иногда очень просто. Но ни в коем случае не применяйте при этом ножницы или ножик, а то повредите обязательно молодую луковицу гладиолуса. Старую луковицу гладиолуса просто выбрасываем, она нам больше не нужна. Что касается выкопки луковиц, то я стараюсь работу выполнить сухую еще лучше в солнечную погоду, чтобы не растерять деток и не повредить луковицы, действуя с осторожностью. Не удержался и решил вам еще показать. Как видите, из одной старой луковицы у меня выросло 4 молодых луковицы гладиолусов. Так что, в принципе, размножать гладиолусы лучше таким способом. Но я вам обязательно сниму и покажу видео, как размножать гладиолусы детками. Многие, кто мне писал, что у них гладиолусы еще цветут, значит, у вас поздние сорта. Позже всех убирают гладиолусы, которые выросли из деток. Если растут цветы с одинаковыми сроками уборки, то сначала убирают сорта гладиолусов темных тонов, затем светлых, розовые, белые и желтые. Но я этого принципа не придерживаюсь, выкапываю все подряд. Заморозки не посмотрят, какого цвета у меня гладиолусы. После того, как я выкопал гладиолусы, начинаем обрезать. На какую длину обрезают гладиолусы? Обрезают гладиолусы ровно на 5 сантиметров. Вот так вот. Если у вас до заморозков еще далеко, готовность к выкопке определяют по внешнему виду гладиолуса, то есть по состоянию наземной части. Если листва, стебель пожелтели и начинают отмирать, пора начинать уборочные работы. В почве луковицы могут находиться до наступления первых заморозков, не более. Если подвела погода и морозы пришли раньше обычного, луковицы выкапывают вместе со стеблем, связывают в пучки и в подвешенном состоянии хранят в помещении. Помещение для этих целей должно быть сухим и проветриваемым. Объясняю, если вы срезали цветоносы и у вас еще не прошли 30 дней и наступают заморозки, то тогда делаем так, как я вам только что сказал. Ну вот я вам показываю, что я посадил 18 луковиц гладиолусов, и эти вот старые я теперь выброшу обязательно. Прежде чем приступить к обработке гладиолусов, гладиолусы необходимо тщательно помыть. Есть противники против того, чтобы мыть гладиолусы, но если вдруг, представляете, идут дожди, и вам необходимо срочно выкапывать уже луковицу гладиолусов. Куда тут деваться? Правильно? Правильно. Необходимо хорошенько, тщательно помыть луковицу гладиолусов от земли. Сами представьте, если на луковицах гладиолусов останется земля, то о каком хорошем хранении может идти речь. И сразу делаем осмотр на вредителей и болезни. Корни луковиц я просто-напросто оторвал руками, они очень легко отрываются. Для обработки луковиц гладиолусов я применю фундазол. Фундазол – это фунгицид системного и контактного действия.
Применяют его для защиты растений от грибковых инфекций как в сельском хозяйстве, так и на дачных и приусадебных участках. Протравливание луковиц-гладиолусов, погружение луковиц на 3 часа в раствор 10 грамм на 2 литра. Разводится именно так этот препарат. У меня здесь в упаковке ровно 5 грамм, поэтому мне придется на такое количество гладиолусов применить сразу 3 таких препарата. То есть развести 15 грамм на 3 литра воды. И теперь нам осталось все это хорошенько, тщательно перемешать, чтобы полностью этот раствор растворился. Приготовил я раствор, и теперь нам осталось в этот препарат опустить наши луковицы гладиолусов. И еще раз напоминаю, что выдерживать в этом препарате луковицы гладиолусов необходимо ровно 3 часа. Если есть подозрение на то, что под шелухой завелась живность в виде несносных трипсов, протравливают инсектицидами. К примеру, можно взять Актару. Прошло у меня ровно 3 часа. Сейчас я солью этот препарат куда-нибудь подальше от огорода и достану луковицы. Покажу, что мы будем делать дальше. Слил я этот препарат, и теперь нам необходимо переложить луковицы гладиолусов, ну хотя бы вот в такой ящик, где очень много дырочек, для того, чтобы просушить луковицы гладиолусов, прежде чем мы их занесем домой. Лучше это делать на улице, так как на улице у нас есть ветер, и, конечно, проветривание намного быстрее высушит наши луковицы гладиолусов. И только потом уже, естественно, заносим домой. Еще хотел вам сказать, что после обработки фундазолом луковицы гладиолусов промывать их водой не надо. После того, как луковицы гладиолусов у меня просохнут на улице, я их занесу домой. Сушу луковицы долго, месяц-полтора. Лежат они у меня одним слоем в теплом и проветриваемом помещении при температуре около плюс 20, плюс 25 градусов Цельсия. Когда пройдет полтора месяца, я перекладываю и храню в прохладные кладовки, иногда на утепленном балконе, если есть такой, где температура не опускается ниже плюс 5 градусов, при влажности воздуха не выше 60-70%. Вы меня, надеюсь, услышали, что оптимальная температура и влажность для хранения луковиц гладиолусов это плюс 5 градусов и влажность 60-70%. Это очень важно. Не забывайте 2 раза в месяц хотя бы доставать луковицы гладиолусов и осматривать их на предмет повреждения или каких-то заболеваний, которые возникли при хранении луковиц гладиолусов. Если хотите, я сниму отдельное видео по хранению луковиц гладиолусов в зимний период. Напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях, и я, конечно же, сразу же отреагирую на это. Желаю вам всем красивых цветов в вашем огороде. Всем пока-пока.